Мой BTS Friends. Сегодня небо в Сеуле не совсем яркое, но сердце Ким Тэхёна полно света. Со вчерашнего вечера он пометил свой цифровой календарь большим красным кругом и маленькой надписью в углу «Хаби Хунг Дэдэ Кэмербэк». После долгого времени плотного графика и военных каникул каждая новость о возвращении участников BTS на сцену всегда заставляет Тэхёна чувствовать себя так, будто он приветствует первое солнце после долгой зимы. Ровно в 13 часов по корейскому времени на его телефоне появилось уведомление от Bigite. Сейчас воспроизводится и Hopi Killing It Girl Feat. Glorilla MV, выпущенная на YouTube. Тэхён не сразу нажал кнопку воспроизведения. Он тихо сидел в своей гостиной, глядя на экран телефона на мгновение с легкой улыбкой. Было своего рода сентиментальное чувство, которое медленно подкралось. Они часто подбадривали друг друга перед выпуском песен, а теперь Хоби наконец вернулся, и он снова в серьезном стиле. «Щон, ты, должно быть, сегодня очень крут», — тихо пробормотал он. Он взял свои любимые наушники, сел на стул у окна и включил песню. Как только началось вступление песни, комнату заполнили биты трэпа и хипа-хопа. Тэхён приподнял брови, слегка удивленный. Это было не просто возвращение, это было заявление. Джей Хоуп вернулся не просто как айдол, а как более зрелый, более уверенный в себе артист и определенно более готовый идти на музыкальные риски. «Чувак, этот бит сумасшедший», — сказал он, держась за грудь. Ритм песни, казалось, слился с его сердцебиением. Тэхён замер на несколько секунд, когда голос Глорилла вступил с резким росчерком, затем снова повернулся к экрану. «Мне нравится микс. Вау, это так дерзко». Текст был сексуальным, но не пошлым. Визуальные эффекты были захватывающими, но все же артистичными. И что больше всего застало Тэхёна врасплох — новая аура Хоби. Более зрелый, более чувственный, более неотразимый. Когда зазвучал припев, и Хоби начал танцевать среди красных огней и динамичных тел танцоров, Тэхён инстинктивно встал со своего стула. Он не мог усидеть на месте. Он смотрел, пожимая плечами, затем поднял руки, как будто смотрел живое выступление. «Хоби, ты убил эту сцену, даже в клипе», — сказал он с тихим смехом. В переходе, когда ритм замедлился, а голос Хоби стал ниже и интимнее, Ви слегка прикусил нижнюю губу, а затем сказал: «О боже, кто ты теперь? Это не тот Хоби, которого я знал с 2015 года». Но именно это его и впечатлило. И Хоби вырос, и как его лучший друг, коллега по группе и тайный поклонник всех сольных работ участников BTS, Тэхён был тронут. Посмотрев клип от начала до конца, Тэхён открыл YouTube и начал прокручивать комментарии. Армии со всего мира были в неистовстве. Некоторые комментарии заставили его рассмеяться, другие — кивнуть в знак согласия. Джей Хоуп не просто убивает атмосферу, он ее переписывает. Это так сексуально и мощно. Чон Хасок. Ви должен немедленно отреагировать на это. Он рассмеялся над последним комментарием. «Ладно, может, мне стоит записать видео с реакцией», — пошутил он. Но за всем этим волнением скрывалось чувство эмоций. Он вспомнил дни, когда они впятером все еще жили в маленьком общежитии, ели рамен в полночь и рассказывали друг другу о своих снах. Он вспомнил, как Хоби часто спал последним, потому что он все еще был занят репетициями или написанием текстов песен. Теперь эта тяжелая работа окупилась. Не задумываясь, Тэхин набрал номер Джей Хоупа. «Хен, ты сегодня был великолепен», — сказал он, когда голос на другом конце ответил. «Хе-хе-хе, ты смотрел, Тэхина?» Ответил Хоби усталым, но счастливым голосом. «Конечно, я смотрел его и пересматривал дважды. Ты выглядел так, будто ты не из этого мира. Твоя аура в клипе была просто потрясающая. Я не понимал, какой я Хён Хоби».
Хобби засмеялся на другом конце провода, немного смущенный. Знаешь, я тоже нервничал, когда записывал его. Это немного другая концепция, чем обычно. Вот именно. Это мощно, это чувственно, это твоя версия. Я очень горжусь этим. И Глорила действительно классная. Ее голос идеально подходит. Их разговор продолжался несколько минут, полный шуток и восхищения. Техин, который обычно был спокойным и мягким, в тот день был как фанат. Он продолжал делать комплименты, а Джей-Хоуп продолжал благодарить. Перед тем, как повесить трубку, Техин сказал: «Ты видел реакцию фанатов? Вся твоя любовь. Эта песня останется в головах людей надолго». Хобби ответил хриплым голосом: «Спасибо, Тэхён. Твоя поддержка значит для меня больше всего». Ночь. От фаната к брату той ночью Тэхён снова включил песню, находясь на балконе своей квартиры. Огни Сеула мерцали вдалеке, а «Killing Girl» тихо играла из его Bluetooth-динамика. Он стоял неподвижно, смотрел на небо и улыбался про себя. Эта песня сексуальна, но также и значима. Хобби действительно на пике своего искусства. Закрыв глаза, он представил себе время, когда все 8 из них снова будут вместе, включая Джина и Шугу, которые все еще были в отпуске. Он представил себе полную сцену BTS снова, с Джей-Хоупом, исполняющим песню, и остальными участниками, танцующими позади него в качестве сюрприза. Тэхин открыл глаза и тихо сказал, почти как молитву: «Ты сегодня сиял, Хобби-хен. И я надеюсь, что мир видит тебя так же часто, как я тебя вижу». Для Тэхёна песня «Killing Girl» — это не просто музыкальное произведение. Это доказательство того, что кто-то может расти, не теряя своей индивидуальности. Чон Хасок, которого раньше называли «солнечным светом», теперь предстает как человек, способный зажечь сцену харизмой и новой зрелостью. И как друг Тэхён чувствует, что это не конец, это начало. Хобби — это убить это. И BTS вскоре последуют за ним вместе. Спасибо, что досмотрели до конца. Это была наша интересная дискуссия сегодня о необыкновенном путешествии Тэхёна и BTS. С момента своего дебюта до того, как стать мировыми иконами, они не только добились успехов, но и оставили глубокий след в сердцах поклонников по всему миру. Тэхёну с его уникальным обаянием и теплой личностью всегда удается украсть внимание, как на сцене, так и в повседневной жизни. Вместе с другими участниками BTS он доказал, что музыка может быть универсальным языком, объединяющим миллионы сердец. Не забудьте поставить лайк, подписаться и активировать колокольчик уведомлений, чтобы вы не пропустили последние обновления АВ и BTS только на этом канале. Также напишите свое мнение в колонке комментариев. Есть ли у вас какие-нибудь памятные моменты с Тэхёном или BTS? Увидимся в следующем видео. Продолжайте поддерживать BTS и продолжайте распространять любовь и страсть по всему миру.